шоколадку. Взяла, стащила у нас шоколадку и убежала. Привет, друзья! Пока в северных широтах нашей планеты начинается осень и зима, в Буэнос-Айресе совсем другая история. Примавера, весна, входит в город неторопливо и уверенно. Все больше деревьев одеваются в зеленый наряд и распускаются первые весенние цветы. В этом выпуске мы вновь познакомим вас с интересными местами города, попробуем знаменитое аргентинское мороженое. Вы увидите, как Буэнос-Айрес преображается, когда цветет джакаранда. Это удивительное дерево с нежными фиолетовыми цветками, которое превращает улицы города в настоящую сказку. А еще мы побываем на красочном фестивале кришнаитов с его яркими танцами и музыкой. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, включить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и оставить свои комментарии внизу. Делитесь с нами своими впечатлениями и эмоциями. Поехали! Vamos! Вы не поверите. Тутовое дерево. И плоды уже почти созрели. В общем, тутовник. На лезгинском мы говорим хатрута. В принципе, так же похоже. О, песка, да? Почему-то он бросил обратно рыбку. Хорошая такая рыба. Ну, пускай плывет рыба и живет. Это планетарий. Находится он в парке Палермо. Надо как-нибудь туда сходить, посмотреть на звезды. А это здание Федеральной полиции Аргентины. И сюда заглядывать, честно сказать, совсем нет желания. Но здание красивое. Да, это жакаранда. Вот так расцветает город весной. Эти деревья, кстати, родом из Бразилии, были завезены в Аргентину в конце 19 века и прекрасно прижились в Буэнос-Айресе. Сиреневые кроны превращают улицы в настоящее произведение искусства, каждый год привлекая восхищенные взгляды жителей и туристов. Впрочем, слова излишни, лучше просто созерцать эту красоту. Одна из достопримечательностей Буэнос-Айреса — Торре Монументаль. Сейчас попробуем зайти внутрь. По идее, можно забраться наверх. Надеюсь, получится у нас.
Итак, вход платный, 1000 песо для резидентов и 5000 песо для нерезидентов. Но по средам вроде можно бесплатно забраться. Сказали, нужно подняться на 6-й этаж. Интерьер внутри. Расположена она в районе Ретиро. Раньше эта башня называлась Torre de los Ingleses, башня британцев, и была подарена городу британской общиной в честь столетия аргентинской независимости в 1916 году. Такое название башня носила до войны за Мальвинские острова в 1982 году. После конфликта она была переименована в Торре Монументаль. Высота составляет 75,5 метров. На вершине установлены часы, которые работают до сих пор. Для строительства использовались исключительно британские материалы, включая кирпичи, цемент и даже бронзу для деталей часов. Это популярное место среди туристов, откуда открывается прекрасный вид на окрестности Ретиро и парк Сан-Мартин. Давайте же поднимемся и насладимся этими видами. Так, вот мы поднялись на 6-й этаж. Вот такой вид у нас тут. А это знаменитый вокзал Ретиро. Виды с Торре Монументаль были впечатляющими. А теперь немного практики лезгинского языка от Иерки из парка Сан-Мартин. Ира, мама дизла, хина винтиш. Тиш, хина вилер. Вилер, хина ви епар. Епар, хина ви сарар. Хина ви мес. Ana ma мес. Хина ви гилер. غلير هنا في قوتشير قوتشير هنا وين قوتشير قيل هنا وزير الشام قيل قيل. Урок пройден, теперь можно побегать и поиграть. Это, между прочим, хищные птицы кара-кара. Крупные хищники, которые очень даже неплохо живут себе прямо в городе. У этих ребят здесь все под контролем. Это наш подписчик, который узнал нас на улице. Это местный аргентинец, мы очень рады. Sí. Eduardo. Eduardo. Hola, hermosa. Chao, adiós. Que estén bien. Buen día. Que estén bien, ¿eh? Ну а мы направляемся в еще одно красивое место в Буэнос-Айресе.
Итак, друзья, мы снова в одном из парков Буэнос-Айреса. На этот раз это парк Рос. Парк Рос расположен в районе Палермо. Розарий был создан в начале 20 века аргентинским художником и дизайнером Бенито Карраско. Сегодня он считается одним из самых великолепных розариев в мире. В 2012 году Розарий получил престижную награду от Всемирной Федерации Общества роз, став первым садом в Латинской Америке, удостоенным этой награды. Здесь огромное количество роз и около 100 различных сортов. Розы цветут практически круглый год, но особенно потрясающе сад выглядит в октябре и ноябре, в разгар весны в Аргентине. Парк привлекает не только любителей цветов. Его территория украшена живописными прудами, элегантными мостиками, скульптурами и уютными дорожками, идеально подходящими для прогулок. Местные жители и туристы выбирают это место для отдыха на свежем воздухе и неспешного общения с природой, наслаждаясь спокойствием и красотой вдали от городской суеты. Такие розы у нас в саду росли. В Картасе? Да. Очень вкусно пахнет. Сегодня ночь мороженки. Очередь в Рапа-Нуи. В Буэнос-Айресе мороженое – это часть культуры. Местные эладериас славятся своим разнообразием вкусов и высоким качеством. Мороженое здесь изготавливают по итальянским традициям, ведь в Аргентине сильное влияние итальянской иммиграции. Входит в топ-10 мороженых мира по рейтингу National Geographic. Тут еще можно отсканировать и посмотреть меню на разных языках. На русском языке тоже есть. Medio kilo, 4 sabores. 4 sabores. Sí. 11.000 pesos. Sí, después de sabor. Por favor, super salmón, tiramisú, Pana a la cereza. sí, pan a la cereza y Маскарпоне? маскарпоне, sí. Продают его традиционно на вес. Насыщенный вкус и кремовая текстура делают его незабываемым лакомством. Это, несомненно, один из символов городской культуры и обязательный пункт для туристов. 11 тысяч песо. Мы выбрали полкило на двоих на раз хватит. Находится на Авенида Корриентес.
Сейчас попробуем. Мы сейчас, наверное, первый раз пробуем. У нас это тирамису. Ну, мы говорили уже. Попробуем. Достаточно много. Пока Ера спит. Надо поесть. Да, надо поесть. Будем баловаться. Ела. Пошли за мороженкой. ¿Dónde Ела? Пока. Acá. Элладерии здесь, как правило, закрываются позже всех, аж в час ночи. А вот кофейни, как ни странно, закрываются быстро и работают, как правило, всего до 8 вечера. Таких четвертинки, ну, по 250 грамм, получается за 10 тысяч. Gracias. Sí, mi amor. Ay. Y era espera, por favor. А? Элладо, Элладо. Эленя Дечина? Дома будем есть. Да. Кажется, кое-кто не может дождаться, пока дойдем до дома. Вера! Сейчас, кстати, покажем вам одну из популярных местных кофеин Аванна. И на ее примере расскажем, как иногда можно здесь сэкономить. Пробуем смоленые и популярные альфа-хоры Бордель Плата. Мне понравилось. Да, кофе мне понравился тоже. Такая прям большая кружка. Ира, нельзя. Мама, си. Си, это не кофе. Давай, мама, кофе. Что по ценам? Кофе это кофе с молоком. На самом деле здесь кофе с молоком это как капучино с очень густой пенкой была. Сколько стоит? 3600. Если альфахор такой 2200, да? 2500. 2500 такой альфахор. Нет, Ера, тебе нельзя. И классический альфахор 1900, да? Да. Ой, ой, Ера, не падай. Да, мама сейчас поест. Си. Если заплатить QR-кодом карты Галисия, то, по идее, должна быть скидка 40%. Мы сейчас попробуем. Надеемся, что так. Все, Ера, все. Вот смотрите. Вот смотрите, оплатил с помощью QR-кода. Общая сумма 9800 песо. И вот то, что должно возвратиться на кассу, на карту, это 40%. 3920. Да. О, почти. Вот уже пришло обратно. Уже вернулась сразу. Супер. Как оказалось, это еще дешевле, потому что это было промо. Кафе кон лечи, кофе с молоком и альфахор, да. любой, причем можно выбрать, он будет по одной цене 4900, да, комбинация. Да, получается, да, и получается за 2 9800. И плюс еще кэшбэк. Получается, что с промо-ценой и кэшбэк тоже суммируется. Да, получилось 5880. Да. В общем, очень... Вообще супер цена. Да, очень классно. Так, в общем, по дороге домой еще решили зайти
перекусить. В такой ресторанчик попали. Честно сказать, специально не выбирали, но нам понравился. Интерьер такой интересный. Тут еще второй этаж есть. На второй этаж ведет лифт. Особо не проголодались, потому что такая большая порция кофе и альфахоры. Мы насытились. Ну, сейчас заказали небольшую пиццу. И посмотрим, покушаем тоже чуть-чуть. Это сыр. А еще нам принесли такой. Тут такая традиция есть, да. Вот. Не всегда. Не всегда. Щедро принесли. Да. Называется ресторан Пертутти. Такое итальянское название. Да, и в общем вот такой перекус, когда ждешь свой заказ, Вот так вот. можно перекусить. Вот так вот. Чем и Ерка сейчас и воспользовалась. На. Вот нам принесли пиццу. Положили каждому кусочек. Сейчас мы. Ера, bien provecho. Вкусно? Вкусно? ¿Conoces el juego? А, ¿Conoces los juegos? Tiene juegos. вот о чем мы Окей, gracias. Lo puede llevar usted y después lo puede bajar. Окей, gracias. Лодочка. Нам сказали, что тут есть игровая зона. Можно пойти поиграть детям там. Ера, пойдешь играть туда? С детишками пойдешь? Ты сауаш? Это микс испанского и лезгинского языка. Цемет, значит. Пицца аваш. Ого, Ася. Вау, muchas gracias. Это для Ерки такой модный стаканчик. Давай, подымай. А мы идем в игровую зону, да? Что там надо нажать? Первый этаж. Вау, Ера. Лифт есть. Си. Вау, какой тут интерьер. Асадо? Может, она говорит асадо? Сейчас, мама. Vamos. Вот тут еще второй этаж, может тут тоже люди сидят, субботний вечер отдыхают. А вот игровая зона здесь. Вот можно здесь коляску оставить, да, вот так вот? И все, и пошли. Пойдем. Acá. Vamos. Vamos a jugar. Sí. Да, в общем, вот такая тут игровая зона, смотрите. Интересно. О, а вот и Ерка. В общем, здесь еще есть сотрудники, аниматоры. То есть можно так вот ребенка отдать, чтобы он здесь веселился. Все под контролем, безопасно. Да, правда не знаем, с какого возраста можно без присмотра родителей. Да, это вопрос, конечно. И самим родителям тоже отдыхать. Ой, Ерке подарили такой шарик. Там цветок какой-то.
теперь окунемся в позитивные вибрации фестиваля кришнаитов Радха-ятра. Это яркое событие также является частью мультикультурной жизни Буэнос-Айреса, отражая разнообразие религиозных и культурных традиций в городе. Сегодня отвозили дочку в садик, а садик, оказывается, не работал. Сегодня какой-то очередной праздник тут в Аргентине, и все учреждения, школы, садики не работают. И когда шли обратно, натолкнулись на процессию кришнаитов. Оказывается, тут сегодня проходит их фестиваль. Вот мы сейчас на него пришли. Да, решили себе тоже устроить выходной. Сейчас только начинается, видимо, но уже за какой-то едой стоит очередь. Вот, и, видимо, будет концертная программа, уже цену установили. Вот, показать хотят потом. Да, какая-то музыка играет даже. В общем, погуляем, посмотрим, что интересного. Но я тоже не могу в английском сидеть. Это самое четкое, что Esa lámpara, ahora te juro. Me encantaba esa lámpara. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ahora le damos las bienvenidas al señor Yagan, a sus hermanos Palaev y su Adra.
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Damas y caballeros, muchas gracias por participar en nuestro festival Ratha Yatra. Muy cariñoso, misericordioso con todas las entidades vivientes. Y él, sí, que está con nosotros. Él es embajador de Argentina, Paraguay y Uruguay. Y su nombre es Dinesh Bhatia. igual te quiero. Gracias, muchas gracias. Son con estos amigos del corral Ishvarasu. Jai ho, jai ho, jai ho, jai ho, jai ho. Как всегда, мы очень рады, что вы посмотрели наше видео и не пропускали рекламу. В следующих выпусках нас ждут еще более интересные приключения, так что не пропустите. Увидимся, друзья. Nos vemos! А Ирка, кстати, шоколадку нам так и не отдала.